Всех с текучестью, друзья. У меня на канале уже вышло несколько роликов про текучесть кадров в Россетях, особенно в ФНР, особенно в комсомольской группе подстанций. На данный момент уволилось еще гораздо больше людей. Уволилось больше 60% персонала, а водителей уволилось практически 80%. Сейчас на данный момент работает сутки через сутки, хотя водители по трудовому законодательству не могут работать вообще в суточном графике. А там они работают сутками, и причем сутки через сутки. И причем один из водителей не имеет оперативных прав. Он ставит водителю слесаря к дежурному УВБ, и все переключения на всех подстанциях, огромные, на нескольких подстанциях, ведет один дежурный пооперационно. Переключения, так называемые, да, в инструкции, которые называются сложным переключением, когда уже вестись по бланкам переключения в два лица, ведутся пооперационно в одно лицо. И вот про текучесть кадров. Самое главное, что, по мнению нашего самодура, то есть вот этого мудака по роботу Сатану, да, по определению, самодур Губокрас, как вы его все остального знаете, и отца-основателя, собственно, этого канала. Что он считает, почему же все разбежались-то? Водителей осталось двое, сейчас работает один с оперативными правами. То есть оперативный персонал из водителей один из 5 смен. Что же наш Губокрас об этом говорит? Он обвиняет вот этих вот дежурных, то, что они не умеют организовать рабочий процесс. Из-за этого бегут водители. Вы представляете себе? Вот этот вот колхозник пришел руководителем, из-за него, блядь, разбежались все. А оказывается, руководить рабочим процессом должны дежурные. Дежурный электромонтер руководит рабочим процессом. Из-за них у тех кучка кадров-то. Не руководитель, которого поставили руководить. А он не знает слова руководитель. Он знает слово Губокрас и начальничек. Надсмотрщик. Чтобы было все чистенько перед приездом. Траву щипать. Вместе и косить, окапывать. Вы когда-нибудь окапывали вокруг подстанций? Вот стоит забор, и тебе надо 5 метров в ширину вскопать, как грядку, вот вокруг забора, чтобы было ровненько и травы не было, блядь. Чтобы, блядь, все было скошено, причем за свой собственный счет. Это превышение должностных полномочий. Когда тебе, блядь, выдают триммера, 3 штуки, УВБ, да, ты всю нагрузку кинул на УВБ, на дежурных, еще сказал, сами покупайте себе триммера. А главное, чтобы было скошено. И главное, когда вы сутками ездите работать вообще чуть не в Нижегородскую область, все равно, иначе будете лишены на 100%. Это вот сейчас-то. Когда водители сутками работают, а их 3, там 4 было там. Потом все разбежались, а опять дежурные виноваты. Не тот, кого поставили руководить, а он не знает, как это делать. Только, как он сказал, губы красить. Больше ничего не умеет. И заявления сейчас на увольнение все подаются в ФНР, там в Россетях, по соглашению сторон, чтобы статистику не портить. Они же там еще его и прикрывают. По соглашению сторон, блядь. Не по собственному даже желанию, которое люди даже хотят уходить. Увольнять они вообще никак не могут, это бред. Так что никогда не соглашайся, если он пишет, пиши заявление, если что-то не нравится. Поверьте мне, я 8 лет говорил одну и ту же фразу. Одну и ту же фразу говорил 8 лет. Я говорю, тебе надо, ты и пиши. И все, на этом заканчивалось. Никто тебя не уволит, если ты не напишешь по собственному желанию. Люди все боятся, нам сказали, пиши заявление. Нахуй пошли, да и все. Уволить человека – это самая сложная процедура в трудовом законодательстве. Самая сложная. Экзамен задрочат. Да пошли нахуй, 8 лет я вот так работал. Каждый, чуть не месяц мне, пиши заявление, пиши заявление. Тебе надо, ты и пиши. Я тебе что, говорю, против, что ли? Пиши. Я тебя уволю. Увольняй. Говорю, я ж тебе что, мешаю, что ли, блядь? Увольняй. Потом мне, конечно, надоело. Я думаю, зачем я трачу свою жизнь на эту всю херню? Сам, не знаю, пожалел. Действительно, я столько времени просто потратил, чтобы какой-то справедливости добиться. В итоге понятно, что так, решил уйти. Ну, я понял из-за чего. Потому что, когда тебе нож в спину втыкают, твои же, людям, которые ты деньги им положенные выплатил, поспособствовал. Как на 1 сентября в школу отправить 30 лишних тысяч. Не надо моих заработанных 30 тысяч нам денег. Попытался какое-то уважение проявить к персоналу. Они говорят, а нам не надо, мы правду не любим. Если ты любишь правду, ты плохой человек, ты говно. Я и ушел. Передо мной один человек, и за мной еще 6, которые тоже, блядь, не считают ни себя ни холопами, ни крепостными и уважают себя. И не считают человека, который любит правду
что он говно. У меня вот до сих пор спина болит. Недавно мне просто нож в спину воткнули, и вот прямо от раны от этой вот у меня болит спина. Чего он все время и добивался с самого начала, когда пришел начальником работать. Доносы, стукачество и все остальное. Остались нормальные люди, мне их жалко, они скоро станут такими же, потому что в общей массе не справятся. Придется работать так, как их заставляют работать. Так что вот так. Управлять персоналом, оказывается, должны электромонтеры, а начальники, которые поставлены руководителями, но они не знают такого слова, не отвечают даже за текучку кадров. Все, всем пока. Не подписывайтесь на канал, ставьте дизлайки.